Довольно давно мне хотелось повертеть в руках миниатюрный микшер для джемов. Да, это отдельный пласт устройств, и да, я настаиваю именно на таком названии. Как раз сегодня в гостях на канале «Давай запишем» у нас вот такое устройство от фирмы TC Helicon — смешиватель, ну или блендер по-басурмански. Друзья, всем привет, начинаем! Забавный факт, что большинство джем-микшеров имеют круглую форму. Возможно, это какой-то заговор, кто знает. Напишите в комментариях, если вы что-то об этом слышали. Так или иначе, мы получаем в руки устройство на 12 каналов по входу и 8 каналов по выходу. Ну, а если быть все-таки честными, то на 6 каналов по входу, то есть каждый канал на стерео, и 4 независимых стереовыхода для подключения наушников. Да, здесь нет мастер-выхода как такового, ибо изначально железка задумывалась, чтобы 4 тела могли собраться вместе, подключить свои инструменты, наушники и что-нибудь сыграть. При этом, чтобы у каждого человека была возможность в своем телефоне через специальное приложение подстраивать свой собственный микс. Ну, например, делать лажающего басиста потише, а себя любимого вокалиста погромче. Это приложение, кстати, мы рассмотрим чуточку попозже. Пока что интересная фишка. Вот этот самый пульт можно превратить в звуковую карту с помощью USB. Подключить его либо к компьютеру, либо к вашему, опять же, мобильному устройству и писать параллельно до 12, ну, как здесь, 6 стереоканалов и получать 2 канала на воспроизведение. То есть во всех выходах под наушники у нас будет один и тот же стереосигнал с компьютера или, опять же, с телефона, тут смотря, что вы подключите вот к этому бублику. Разберемся с управлением. Оно здесь, как говорят, интуитивно понятное. Смотрите, у нас есть 4 независимых мониторных стереомикса. В каждый микс мы можем набирать, что хотим из входов. Допустим, в первый у нас приходит вокал, его побольше. Во второй у нас приходит там, инструментал, который нам может мешать, как-то забивать. Вот, мы примерно раскидали микс для нашего вокалиста. Переходим во второй. Допустим, здесь у нас басист. Басист хочет себя любимого побольше, вокалиста поменьше завываний и, допустим, гитариста тоже поменьше. Входим к гитаристу, гитарист обожает вокал, поэтому сразу же вдариваем как надо. Басиста поменьше, себя любимого побольше, как всегда, куда же без нас. В принципе, так все это дело и работает. Напомню, здесь есть 6 входов и 4 стереовыхода. Входы, кстати, тоже в стерео. По управлению все это осуществляется с помощью вот этой крутилочки в центре, то есть громкость для наушников, громкость для каждого канала на вход. Это все делается с помощью крутилки. Здесь есть 4 функциональные кнопки. Первая, она muted, соответственно, mute. Вторая, для подсоединения вот этой штуки к вашему устройству через Bluetooth. Третий — это резет, с помощью него мы можем сбросить настройки, если это, конечно, нужно. И четвертый — это компрессия. Чтобы накрутить компрессии, что самое интересное, у каждого канала на выход свой компрессор. То есть здесь мы можем его выставить таким, здесь мы можем его выставить таким, каждый подстраивается под свой слух. Завершает все это дело кнопочка TalkBack, с помощью которой мы можем разговаривать сразу со всеми через микрофон, который встроен у нас в корпус. Вот прям тут видно дырочка. Сзади все стандартно, вкл-выкл, разъемчик под питание и, конечно же, разъем для USB. Мини-USB в 2020 году — странное решение, но все же. А вот теперь произойдет магия. Оп, 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 оп. Ну ладно, я люблю таким заниматься на цифровых пультах, и это, наверное, можно назвать цифровым пультом. Собственно, я запустил приложуху. Давайте смотреть, что здесь у нас и как. Все то же самое, то есть вплоть до того, что интерфейс повторяет, в принципе, очертания вот этого самого устройства. У нас 4 выхода. У каждого выхода есть свое такое микшерное полотно, набор фейдеров, из которых мы можем смешивать наши все 6 стереовходов. Для каждого входа мы можем назначить какую-нибудь иконочку. Так, промазал. Оп, вот так вот. Что-то ты... А на второй не хотим ставиться. Во, на второй поставилась, наконец. Входы, кстати, активируются, то есть они становятся такими не серыми, а белыми, когда вы подключаете джек к входу, с которым вы работаете, что логично. Снизу у нас 3 крутилочки. Первая level,
даже видно, как я ее кручу. Она отвечает за громкость выхода, с которым вы работаете, то есть этот или этот. Компрессия, опять же, отвечает за компрессор, можно включать и выключать компрессор. Здесь же можно мьютить выход, с которым вы работаете. Выходы, кстати, выбираются наверху, но это логично, это можно было догадаться, да? И Room Mic — это как раз-таки токбэк, который можно нажать здесь, и можно вызвать через приложение. Все, собственно, больше ничего. Прям по минимуму, и главное, все понятно. Управление предельно ясное. Если мы подключаемся к компьютеру с помощью USB-провода, то, как я уже говорил, на записи мы получаем до 12 моноканалов параллельно, и 2 канальчика у нас идут на воспроизведение. Соответственно, в первом, втором, третьем и четвертом выходе под наушники будет играть один и тот же звук с вашего компьютера. Пишется все это дело с разрешением до 48 кГц на 24 бита. Теперь немножечко о минусах. Да, они здесь нашлись. Друзья, будьте готовы к тому, что это линейный микшер. Это микшер для линейных источников. Что это значит? К примеру, микрофон напрямую сюда подключить у вас не получится. Ну как, нет, подключить-то всегда можно. Есть куча переходников и проводов, но уровень на записи, который вы получите, ну или у себя в наушниках, будет очень-очень маленький. Не знаю, какие-то даже конденсаторные микрофоны, я про них вообще молчу. То есть отсюда фантомку вы не подадите, соответственно, конденсаторному микрофону здесь делать нечего. Какой есть выход? Есть вариант, которым воспользовались лично мы во время тестов. Вы будете нормально слышать звук с микрофона, потому что мы его воткнули в предварительный предусилитель микрофона. И уже из предусилителя мы заходим на первый канал. Так можно поступить, почему бы и да. Грустно, но факты таковы. Второй минус, который вскрылся уже во время обзора, вот мы пришли на студию, начали его записывать, и вот на тебе такая история. Будьте к этому готовы. На разъемах здесь везде мини-джеки. Я просто не был к этому готов морально, потому что я привык, ну, если вход на джеке, на стерео-джеки, ну поставьте вы сюда большие джеки, поставьте вы сюда большие TR-асы. Нет, поставили мини-джеки. Это плохо? Не знаю, это просто фишка, но очень-очень странно. Я вот правда не понимаю, кто до этого додумался. Так что, друзья, если задумали купить себе вот такой TC-блендер, то подумайте о проводах сразу заранее. Или о переходниках, если вы не хотите покупать новые провода, если вам будет достаточно для этого всего переходничка. Стоит, конечно же, поговорить и о плюсах. Вот эта самая штука работает не только от сети, но и от USB. Если вы предварительно сюда ставите набор батареек, то вот эту вещь вполне можно брать с собой и использовать в качестве такого полевого прибора для звукозаписи, ну и, конечно же, для джемов, для чего же еще. Встречи всегда не случайные, тайны рождаются в них. Взгляд твой заметил нечаянно, ласковый и отчаянный, и мир вокруг затих. Эти глаза темно-синие вмиг растворились в толпе. Где ты теперь, моя милая, нежная и красивая? Хочу к тебе, я утону в твоих глазах, но остался привкус соли на губах. И забывать, любя, и не искать тебя больше не волен. И я утону в твоих глазах, но остался привкус соли на губах. С тех самых пор во сне просто живет во мне девочка море. Но, девочка море, девочка море. Ну а мы с вами плавно подходим к концу. Друзья, для себя какое-то мнение уже сформировал.
Честно скажу, эта штука мне не очень понравилась, но мне больше интересно услышать, что вы о ней думаете, поэтому бегом в комментарии, напишите ваше мнение, мне будет очень интересно почитать ваш комментарий. Опять же, по этой штуке, она может работать без питания, ее можно брать куда-нибудь с собой, например, использовать, чтобы стримить. Ну вот, допустим, у нас группа из 6 человек, и мы все это дело можем прекрасно выводить в эфир с помощью этой вещи, потому что, напомню, помимо того, что это микшерный пульт, это еще и внешняя звуковая карта, что не может не радовать. Друзья, это был канал «Давай запишем». Здесь мы говорим с вами про аудио. Я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующем ролике. Она вполне себе может работать и от USB. То есть мы вытыкаем, втыкаем. Чё-то нет. Я в нее батарейки забыл вставить, точно. Сейчас.